Попробуй прямо сейчас. Проведи пальцем по своей ладони, по ребрам, по подошве стопы. Ничего. Никакого смеха, никакого рефлекторного дергания, никакого желания убрать руку. А теперь попроси кого-нибудь сделать то же самое. И все изменится мгновенно. Почему твое собственное прикосновение ничего не значит, а чужое способно вывести тебя из равновесия за долю секунды? Ответ на этот вопрос ведет гораздо глубже, чем щекотка. Он ведет к тому, как твой мозг отличает тебя от всего остального мира. К тому, как он строит границу между «я» и «не я». Каждую секунду, без остановки, задолго до того, как ты успеваешь об этом подумать. Начнем с самого простого факта. Твоя кожа – орган, один из самых больших органов твоего тела. На каждом квадратном сантиметре кожи множество нервных окончаний, которые постоянно отправляют сигналы в мозг. Давление, температура, движение, боль. Каждую секунду мозг получает колоссальный поток информации со всей поверхности тела. И если бы он обрабатывал все это одинаково, ты бы сходил с ума от собственной одежды, от ветра, от веса собственных рук, лежащих на столе. Поэтому мозг фильтрует. Он делает это постоянно и автоматически. И один из главных принципов этой фильтрации звучит так. То, что ты сам вызвал, менее важно, чем то, что пришло снаружи. Нейробиолог Сара Джейн Блейкмор, работавшая в Университетском колледже Лондона, вместе с коллегами изучила этот механизм в деталях. Они обнаружили, что когда ты инициируешь движение, когда ты сам протягиваешь руку, мозжечок, небольшая структура в задней части мозга, посылает особый сигнал. Этот сигнал называется копией эфферентного сигнала, или более понятным языком предсказанием прикосновения. Мозг буквально говорит сам себе: «Сейчас твоя рука коснется кожи. Ожидай это. Не реагируй как на угрозу». И кора головного мозга слушается. Она снижает чувствительность именно в той точке, куда направлено твое движение. Прикосновение происходит мномыслиме, но воспринимается приглушенно, предсказуемо, нейтрально. Когда же кто-то другой тебя касается, этого предсказания нет. Мозг не знал заранее. Сигнал приходит как неожиданность. Нервные окончания реагируют в полную силу. И вот тогда появляется щекотка. Но подожди, это объясняет механизм, но не объясняет, почему щекотка вообще существует. Зачем твоему телу нужна эта реакция? Что в ней полезного? Ученые различают два вида щекотки, и это различие принципиально. Первый вид называется книсмезис. Это легкое поверхностное ощущение, почти зуд, который возникает, например, когда по коже ползет насекомое. Он не вызывает смех. Он вызывает желание почесаться, стряхнуть что-то. Это защитный рефлекс. Он существует у большинства млекопитающих. Его задача – сигнализировать о потенциальной угрозе на поверхности кожи. Второй вид называется гаргалезис. Это глубокое, интенсивное ощущение, которое вызывает смех, конвульсивные движения и желание вырваться. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. А теперь вернемся к главному. Оно возникает в уязвимых точках тела: подмышки, ребра, шея, подошвы. И именно оно, пощекотать себя самому, совершенно невозможно. Почему эти точки? Потому что это анатомически уязвимые зоны. Подмышечная артерия. Ребра, защищающие легкие и сердце. Шея с сонной артерией. Если бы тебя атаковали, именно туда был бы направлен удар. И твое тело знает об этом. Реакция на прикосновение к этим зонам, неконтролируемое движение, попытка убрать источник контакта, но это, по сути, оборонительный рефлекс, упакованный в смех. Именно поэтому щекотка почти всегда социальное событие. Психолог Роберт Провин, который посвятил десятилетия изучению смеха у людей и животных, показал: люди в социальных ситуациях смеются значительно чаще, чем в одиночестве. Смех – это коммуникация, а щекотка – это тест на доверие и близость. Ты позволяешь кому-то приближаться к твоим уязвимым точкам. Ты реагируешь смехом, а не агрессией. Это сигнал: между нами нет угрозы. Детеныши шимпанзе смеются, когда их щекочут. Крысы издают ультразвуковые звуки, вне диапазона человеческого слуха, во время игровой щекотки, и потом сами ищут контакт с рукой, которая их щекотала. Нейробиолог Як Панксеп
один из основателей аффективной нейронауки, записал эти звуки и описал их как возможную примитивную форму радости, сопоставимую с детским смехом. Щекотка – не человеческая причуда, она древняя. Она встроена в социальные механизмы млекопитающих как инструмент связи и игры. Но вернемся к тому предсказанию. К тому сигналу мозжечка, который гасит твое собственное прикосновение еще до того, как оно случилось. Потому что именно здесь скрывается нечто по-настоящему удивительное. Этот механизм не исключение. Это правило. Твой мозг делает это постоянно и со всем, что ты делаешь сам. Когда ты двигаешь глазами, мозг временно подавляет обработку зрительной информации. Именно поэтому ты не воспринимаешь каждое движение взгляда как тряску или смазанную картинку. Когда ты жуешь, ты не слышишь собственное жевание так, как его слышат окружающие. Когда ты слышишь запись своего голоса, он кажется чужим, отчасти потому, что в жизни ты слышишь себя иначе. Звук идет не только через воздух, но и через кости черепа, придавая голосу иной тембр. Все это варианты одного принципа. Предсказанное приглушается, непредсказанное усиливается. Сара Джейн Блейкмор и ее коллеги провели эксперимент, который наглядно это показал. Они создали устройство, которое с небольшой задержкой передавало прикосновение. Участник двигал рычаг, и через долю секунды щеточка касалась его ладони. Чем больше была задержка, тем более щекотным казалось прикосновение. Потому что при задержке мозг уже не мог точно предсказать момент контакта. Предсказание ломалось, и ощущение оживало. Это означает вот что. Граница между предсказуемым и неожиданным – это и есть граница между тобой и миром, которую твой мозг проводит непрерывно. Все, что ты контролируешь, становится частью тебя, и потому ощущается слабее. Все, что приходит снаружи, остается чужим, и потому ощущается острее. У этого есть клинические последствия. При некоторых формах шизофрении этот механизм предсказания нарушается. Исследования показывают, что люди с выраженными шизотипическими чертами в ряде случаев могут сами себя щекотать, потому что мозг перестает точно предсказывать последствия собственных действий. Мозг теряет часть своей способности отличать «я сделал это» от «это случилось со мной». Граница между собой и внешним миром становится менее четкой. Это один из ключей к пониманию того, как воспринимается реальность при расстройствах восприятия. Так что в следующий раз, когда ты попробуешь пощекотать себя и снова ничего не почувствуешь, это не слабость рефлекса. Это твой мозг в действии, он уже знал, что ты собираешься сделать. Он обработал прикосновение еще до того, как оно случилось. Он решил, это не угроза, это ты сам. И именно поэтому ничего, ты не можешь удивить себя. Не потому, что ты слишком хорошо себя знаешь, а потому, что твой мозг работает на опережение, каждое мгновение, без остановки, строя границу между тобой и всем остальным. И щекотка – это просто то место, где эта граница становится видимой. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. До встречи в новых видео.